Привет, ее зовут Юля. А его Виталик, и я не поняла, как мы начали. Привет! Сегодня мы будем смотреть Шайни. Там 5 участников, нам, Первый кажется, раз писали слышу. даже. Ой, ну конечно, ты... Я его вечно заставляю все смотреть. Ну правда, я Не, она меня не заставляла, я пришел, она сказала, мы сегодня смотрим Шайни. Я подумал, что это какая-то девочка Шайни. Я бы на вашем месте этого не делал. Женская или мужская? Это мужская группа. А, Я, может быть, неправильно название произношу, вы там напишите, как неправильно пишется. Вроде Шайни. Ну окей. Кем ты сын? Я в деле. Вот будет песня Excuse Me Miss. Это Excuse будет me, miss, живое Я что-то читал в комментариях, по-моему, нас выступление. это Да, просили, да? да. Откуда же я это все беру, по-твоему? Конечно, все у нас из комментариев. Спасибо вам большое. И нам посоветовали посмотреть живое выступление. И мы сейчас посмотрим. Да. Если меня эти софиты не заслепят. Ну, что я тебе скажу? Вот такая жизнь, да. Ой. А еще вам по секрету скажу, что Виталик не любит живое выступление. Я вот только сейчас начал улавливать мелодию. Да? Да. Блин. Они как Зал в шоке зеркальные, вообще, да. ага. Они как зеркальные вот идут. Так точно, не слушай. Пацаны красивые, конечно, ну, я не спорю вообще. Я уже устал восхищаться просто, насколько они красивые. Блин, вот это движение Майкла меня я каждый раз на это обращаю внимание. Он король поп-музыки. Кей-поп — это поп-музыка. Да, как неудивительно. Опять же, это может быть уважение, дань уважения королю. Ну это опять-таки такие движения, которые вот четко засадят. Ты четко Или его может запомнишь. быть Майкл Джексон у них хореограф. Сейчас. Есть же версия того, что он жив. Может, в этом секрет кей-попа? Может быть. Теория заговора. Честно говоря, вот мне очень трудно уловить здесь мелодию, вот именно движение мелодии. Это больше похоже на какой-то такой, знаешь, арт уже от себя, ну, концертная версия арт от себя. И я думаю, что тут надо быть реально двинутым фанатом, чтобы вот прям вот как зал там, знаешь, вот, ну я пока не такой, и поэтому меня это в достаточной мере не торкает. Ого. Охренительно. Это было очень прикольно. Я понимаю, почему визжат девочки. Я Да. абсолютно понимаю, почему визжат девочки. Это... Я уверен, что мои мальчики визжат, потому что я бы визжал. Мне минус хотя бы 17 лет. Ой, опять ты про свою старость начинаешь. Ну вот, пожалуйста. Ты слышишь этот виск? Это просто невозможно.
Но мне не все в этом номере нравится, конечно. Хотя это же концерт, Ну, естественно. как бы тут... Мне нравится, конечно. Это очень классно, ну, как выступление. Если попасть на живое выступление, Да, это можно да. охренеть. Я думаю, там можно двинуться вообще Я полностью. думаю, да. Я бы, наверное, тоже так вот визжала бы под И сценой. я бы тоже визжал. Даже сейчас, ты знаешь, мне не надо скидывать 17 лет, я и сейчас могу. Блин, не знаю. У меня есть немножко что сказать, просто, видимо, нас перекормили классным, крутым кей-попом. Потому что каждый раз, садясь делать реакцию, я ожидаю очередного вот повышения левела того, насколько я как это будет круто. И здесь этого не произошло. Почему? Потому что, ну, во-первых, ты сказала, я не люблю живые Да, выступления. да, Это да, раз. да. Во-вторых, левел немножечко не тот, к которому мы уже вот начали привыкать потихоньку. Меня просто не дотянуло, не впечатлило вот в той достаточной мере. Но, да, не отметить профессионализм невозможно. Ребята просто охренительно справились. Мне не понравилась именно песня. Эта песня не дала им до конца раскрыть потенциал, наверное. Ты что, с ума сошел? Ну, это опять же в моих глазах, это мое личное мнение. Я не Буду слышал с тобой их других. спорить. Возможно, Юль, я могу быть Я уже придумала неправ. аргумент. Я готов Не-не-не, к тому, я что не- я могу быть неправ, но я пытаюсь описать свои ощущения. Ты знаешь, в чем вопрос? Я, наверное, буду к тебе апеллировать тем, что ты всегда говорил, когда мы смотрели Евровидение, то, что я вчера всегда говорила, Так. что, блин, выступление, я не знаю, как они выступят, я буду судить по-живому, типа, ну, по клипу. Да. И ты всегда говорил, что концерт, живое выступление, делайте скидку. Поэтому тут я бы не говорила о том, не что обобщай, вот... пожалуйста. Это я имел в виду именно Евровидение. Ну, Что тут касается тоже, как бы, я- артистов, которые не имеют отношения к Евровидению, у меня отношение немножко другое. Вы только кузнец. И сейчас не время для бурных истерик. И особенно кей-поп исполнителям. Я к чему веду, что если бы мы послушали в записи или по клипу, может быть, по-другому было. Эту же песню, Да. я сомневаюсь, что она бы мне понравилась. Нет. То, что пацаны выступили охрененно, это вообще не вызывает никаких сомнений. То, что голоса звучали просто супер, это да. То, как они тянули ноты, то, как они друг с другом взаимодействовали на сцене, танцевали. Все это было просто потрясающе. Но песня не то. Мне не то. Мне не то. Пишите мне хейт, но песня Не, мне ну при не чем тут зашла. хейт? Тут это субъективное мнение. Да, Я не да. вижу смысла таких историй. Я просто думаю, что мы такое же проворачивали однажды. Я, наверное, предложу тебе послушать ее отдельно. Да. Ну что ж, не люблю оставаться неправым, но на этот раз, я думаю, готов признать, что Юля была права. Услышав эту песню в студийке, я могу сказать точно, она мне нравится, она мне точно нравится. Я даже залип и ну, даже несколько раз переслушивал и добавил ее себе в плейлист и буду слушать. Песня супер. И она действительно в студийке звучит совершенно по-другому. Я даже вот, я не знаю, есть ли клип на эту песню, но если даже есть, я его смотреть не буду, потому что вот так вот это супер. Я все-таки буду делать скидку на то, что это живое выступление, что это запись живого выступления. Но это вообще это испорченный телефон в энной степени.
Ну, возможно. Потому что там где-то не записывался звук, там где-то не записался микрофон, еще что-то, ну как бы. Я понимаю, почему она нравится, потому что это такая лиричная какая-то история, мне кажется, по ощущениям, это баллада к девушке, про отношения и так далее. Вот, Ну, но вот текст. такая милая любовь, тра-та-та. Ну, понятно, что это про любовь. Ну, короче, да, это какая-то такая Вот у меня была Такой подкат. энергетика от песни вот девчачья, она такая прям, вот для девочек прям все, прям сладенькая вот такая какая-то история. Ну, нет. Для меня пока это нет. Но мы продолжаем нашу игру. Напишите, пожалуйста, где бы вы видели эту песню. Вот лучшее место для этой песни. Вот, где бы она была уместно. Пишите с прозвучать. хэштегом, мы все прочтем. Да. Сейчас мне надо подумать. Мне, в принципе, понравилось. В принципе. Ну, да, у меня восторга нет дикого, как бывает. Обычная такая легкая песенка. Для девчонок. Ну, если у нас просили эту песню на реакцию, значит, соответственно, есть люди, которым она очень нравится, и ни в коем случае тут никто не пытался их обидеть. Вот, мы Sorry сказали about that. все как есть, да, Ну, ребятки, такая, да, получилась но реакция пусть интересная. это не умерит ваш пыл, присылайте, пожалуйста, нам на реакцию другие композиции, которые вам нравятся. А сегодня мы вас благодарим за то, что вы были с нами, посмотрели, разделили эти эмоции и написали что-то там внизу. Да, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, мы все это очень ждем, ценим и любим. Пока. Пока.